Ну что, готовы? Давайте отправимся в невероятное путешествие сквозь миллиарды лет, чтобы увидеть историю нашей планеты такой, какой ее редко показывают. Эта история не столько о прогрессе, сколько о выживании, о великих катастрофах и о том, как жизнь раз за разом возрождалась из пепла, становясь все удивительнее. Просто представьте себе эту цифру. 4,5 миллиарда лет. Вот сколько существует наша Земля. И почти все это время на ней кто-то жил. Кто-то появлялся, кто-то исчезал, часто в результате просто колоссальных катаклизмов. И вот тут-то и кроется главная мысль, которая, честно говоря, переворачивает все с ног на голову. А что если вся история жизни на Земле — это вообще не про плавный прогресс? Не про то, как все становилось лучше и сложнее, а что если это драматический цикл, где каждая катастрофа — это не конец, а лишь пролог к совершенно новой, непредсказуемой главе? Так, о чем мы сегодня поговорим? Ну, смотрите. Начнем с того, как сама жизнь чуть не погубила себя, став ядом. Потом заглянем во времена Великого вымирания, самого жуткого события в истории. Дальше, конечно, эпоха динозавров и их грандиозный финал. Узнаем, кто пришел им на смену. Ну и, под конец, зададимся очень неудобным вопросом. А не мы ли сейчас живем в эпоху нового шестого вымирания? Поехали! Итак, первый акт нашей планетарной драмы. И знаете, в чем главная ирония? Первый настоящий апокалипсис на Земле устроил не какой-нибудь астероид и даже не вулканы. Его причиной стала, сама жизнь. Давайте просто на секунду представим, как это было. Забудьте все, что мы знаем о Земле. Это была чужая враждебная планета. Небо, оно было не голубое. Плотная атмосфера из метана, углекислого газа, океаны горячие и кислотные. И где-то там, на самом дне, ютилась жизнь. Просто какая-то анаэробная пленка. Вообще ничего похожего на то, что мы видим сегодня. И вот примерно 3,5 миллиарда лет назад одни крошечные бактерии придумали гениальную штуку — фотосинтез. Энергия от Солнца, все отлично, но был один побочный продукт — кислород. И этот, казалось бы, безобидный газ стал причиной величайшего вымирания в истории. Да-да, тот самый кислород, которым мы дышим, для тогдашней жизни был чистым ядом. Понимаете? Практически все живое на планете погибло от отравления кислородом. Последствия? Они были просто катастрофическими. Кислород вступил в реакцию с метаном в атмосфере, а метан тогда работал как теплое одеяло для планеты. Одеяло исчезло, и Земля замерзла. Полностью. Началось так называемое гуронское оледенение. Наша планета превратилась в гигантский снежок, и в таком состоянии она пробыла 300 миллионов лет. Просто невообразимо. Казалось бы, куда уж хуже. Но нет, промотаем время на пару миллиардов лет вперед. Мы привыкли думать, что самое страшное, что случалось с жизнью на Земле, это гибель динозавров. Так вот, то, о чем мы сейчас поговорим, было настолько ужасным, что гибель динозавров на его фоне, просто локальная неприятность. Речь пойдет о великом вымирании. Вот просто посмотрите, как все изменилось. Слева — мир до. На суше правят гигантские насекомые. Представьте себе двухметровых многоножек. В морях полно трилобитов. А справа — то, что стало после. Почти все стерто. Это буквально чистый лист, на котором эволюция начала рисовать заново. И первыми, кто воспользовался шансом, стали архозавры. Да, те самые предки динозавров. Эти цифры, в них сложно поверить. 96% всех морских видов вымерли. 73% наземных — та же участь. Это значит, что выжило всего несколько процентов от всего живого на планете. Жизнь реально висела на волоске. Эта катастрофа обнулила все и дала старт совершенно новой эпохе. Ну что ж, после такого тотального обнуления на планете освободилось, буквально все место. И его заняли те, о ком слышал каждый. Мы подходим к самой, пожалуй, известной и эпичной главе в истории жизни — эпоха динозавров. Их правление было долгим, успешным и закончилось оглушительным финалом. И это было не просто доминирование, это было тотальное правление. 150 миллионов лет. Они были повсюду, на всех континентах. И, кстати, вот популярный миф, что динозавры жили только в теплых джунглях. Ничего подобного. Был, например, нанукзавр. Это, по сути, полярный тираннозавр. Жил себе за полярным кругом, прекрасно себя чувствовал среди снегов. Вот насколько они были адаптированы. Давайте немного структурируем. Вся история сложной жизни делится на 3 большие эры. Палеозой — это вот та самая древняя жизнь, которая закончилась великим вымиранием. Потом мезозой — эра рептилий, время динозавров, она закончилась падением астероида. И, наконец, наша эра — кайнозой, эра млекопитающих. Видите закономерность? Каждая эра — это глава книги, а знаки препинания между ними — это глобальные катастрофы. Их конец был внезапным.
И очень громким. 66 миллионов лет назад с неба прилетел камень размером с гору, удар гигантского астероида. И все, конец эпохи. С лица Земли исчезли не только динозавры, погибло 3/4 всей жизни. Эволюция снова достала ластик и подготовила чистый лист. Итак, гиганты пали, трон опустел. Кто же занял их место? А заняли его те, кто все эти 150 миллионов лет жил у динозавров буквально под ногами. Маленькие, пушистые, ночные зверьки, которые прятались в норах. Настало их время. Настала эра млекопитающих. И все произошло поразительно быстро. Шаг первый — выжить. Это смогли сделать самые маленькие, те, кто мог спрятаться под землей. Шаг второй — освоиться. Мир без гигантских хищников — это же просто рай. И тут началось. Эволюция будто сорвалась с цепи. Настоящий взрыв разнообразия. И как результат, млекопитающие стали новыми хозяевами планеты. И не думайте, что это был мир милых кроликов и белочек. О нет, эволюция создала таких монстров, что динозаврам и не снилось. Только послушайте. Парацератерий весил до 20 тонн, как 4 слона. Самое большое сухопутное млекопитающее в истории. В океанах плавал мегалодон, акула размером с туристический автобус. А в Азии бродил гигантопитек, 3-метровая обезьяна. Так что наша эра млекопитающих была ничуть не скучнее. Вся эта история катастроф и возрождений подводит нас к настоящему моменту, к нашей эпохе, потому что цикл, похоже, не прервался. И на планете появилась новая сила, по-настоящему геологического масштаба. Сила, способная менять мир. В итоге всей этой долгой цепочки событий появился один очень странный вид — Homo sapiens. Его уникальность в том, что он перестал просто приспосабливаться к миру. Он начал мир менять под себя. Вид, который додумался сжигать останки древних лесов, чтобы согреться. И этот вид — мы. И вот сухие факты. Они говорят о том, что прямо сейчас мы живем в эпоху 6-го великого вымирания. Но у него есть 2 ключевых отличия. Во-первых, причина. Это не астероиды и не вулканы. Это деятельность одного вида. И во-вторых, что самое страшное, это скорость. Текущие темпы вымирания в сотни, а по некоторым оценкам и в 1000 раз превышают естественный фон. Никогда в истории Земли жизнь не исчезала так быстро. И это возвращает нас к главному. Вся история нашей планеты показывает, жизнь всегда находит выход. После каждой катастрофы она не просто восстанавливалась, она перерождалась, создавая нечто совершенно новое. Так что главный вопрос, который стоит перед нами, звучит так. Если мы действительно являемся причиной 6-го вымирания, то что или кто придет после? Какой будет следующая глава в этой бесконечной истории? На этот вопрос, наверное, сможет ответить только само время.